В этот раз мы решили не ехать на далекие острова, а просто прогуляться по городу. Прыгнули в самолет, и вот мы уже в Лондоне, хотя он тоже находится на острове. Не теряя ни минуты, мы тут же пошли гулять по городу, при этом не забыв вкусно перекусить в местной кондитерской. Мы увидели много прикольных и чисто английских мест. Прогулялись мы как и по старым райончикам, так и по новым. Зашли мы и в самые технологичные места старого Лондона. Там показывали самую большую уличную рекламу. А кое-кто нашел частичку Южной Кореи даже на этом далеком северном острове. В Лондоне очень много львов. Покатались мы в классическом красном автобусе, который довез нас в исторический музей. Таких больших китов мы видели в первый раз, да и остальные экспонаты были очень интересные, особенно для маленького Мирона. Некоторых вымерших животных теперь можно увидеть только в этом музее. Зашли мы и в кафе «Фей», которое выглядело волшебно и няфно. А к вечеру совершенно неожиданно мы попали в джунгли. У Мирона были ощущения, как будто он оказался в совершенно другом мире. И экзотично, и вкусно. На следующий день мы пришли на платформу 9,3, и почти на волшебном поезде добрались до Кембриджа. Ощущение, будто ты попал в Хогвартс с готичными зданиями, древними мумиями и рыцарями. Лучший способ прогуляться по Кембриджу – это сплавать на лодочке. Мы проплывали мимо старых колледжей, где за последние 500 лет было сделано много важных открытий по физике, математике и истории. Это было волшебное путешествие. Вечером мы зашли на Гринвичский меридиан, место, где начинается время. Увидели мы и самый быстрый парусный корабль в мире, а после этого мы и сами быстро прокатились по Темзе. Ночная подсветка делает Лондон необычайно красивым.
На третий день мы решили пройтись по королевским местам, посетить Букингемский дворец и после небольшого ожидания увидеть смену королевского патруля. Очень милым и уютным показался нам королевский парк Сент-Джеймс. Гуляя по Лондону, зашли мы в гости к Шреку и к принцессе Фионе. Приятно оказаться у знакомых героев, вспомнить детство. Чтобы осмотреть город во всей его красе, мы поднялись на колесо обозрения Око Саурона, лондонский глаз. Биг Бен, символ Лондона, оказался более роскошным, чем мы ожидали. На обед мы перекусили традиционными фиш энд чипс, а кое-кто устроил после этого сиесту прямо на центральной площади. И, наконец, мы посетили королевскую сокровищницу Tower of London. К сожалению, фотографировать королевскую корону было нельзя. Зато Мирон вдоволь наигрался с королевскими пушками. Все-таки Лондон интересный город, где средневековые соборы соседствуют с ультрасовременными небоскребами. Ну и как же мы могли не заехать на Бейкер-стрит 221-Б к знаменитому Шерлоку Холмсу? Четвертый день, и мы отправляемся в Виндзор. Баранина под чесночным соусом. Но вместо осмотра исторических замков мы решили развлечься и уехали в Леголенд. Карусели, воздушные шары, пираты, ниндзя – все нашли себе развлечения по вкусу. Кто-то катался на водных плюшках, а кто-то на подводных лодках. Легально пограбить гробницы – это здорово. Для закрепления ощущений мы осмотрели Лондон в миниатюре, построенной из лего. Полный впечатлений, вдоволь накатавшись и вымокнув, мы отправились сохнуть в дождливый Амстердам.
Несмотря на то, что поездка была очень короткая, она у нас получилась очень насыщенная и интересная.